Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. И наш сегодняшний расклад Таро на будущее. Вот давайте заглянем от сегодняшнего дня на будущее, узнаем, что нам подскажут карты, как решится ваша тема, ваш вопрос, возможно, ваша проблема. И раз уже заглянули вы на канал Таро, скорее всего, что-то вам покоя не дает. Вот давайте сделаем такое предсказание. Может быть, где-то с оглядкой и на прошлые дела, потому что вначале мы с вами выполним сигнификацию. Но все же, как карты видят ваше будущее? И к чему, может быть готовым? А может быть, вот именно та проблема, которая у вас сейчас самая активная, на повестке каждого дня стоит, к чему приготовиться, как это все может разрешиться. Итак, давайте будем узнавать, кому сегодня карты готовы приоткрыть завесу тайн. По семерке жезлов кто-то из вас попросту устал, потому что все время какая-то многозадачность, много людей. Или кто-то на вас сваливает свои проблемы, какие-то вопросы у вас вроде как и своих достаточно. Но всегда по семерке жезлов это вот есть люди в вашем окружении, ну, не эмоции, можно так сказать. Может быть, это вы, мои дорогие. Ведь на того человека, который не способен что-то решать, к нему никто ведь и не обращается, правда? Чаще всего страдают именно ресурсные люди. Ответственные, кстати, люди, потому что безответственные, а чего к нему обращаться? Это понятно, что лучше уже делать самому. Вот поэтому здесь, знаете, может быть вот такая метаморфоза именно за счет вашей ответственности, доброты, участия искреннего. Вы где-то собираете вокруг себя тех персонажей или персон, которые то и дело пытаются где-то переложить или меру ответственности, или просто выполнение собственных дел на ваши плечи. Вот очень интересно, у нас уже начинается расклад, и смотрите, колесо фортуны. Это завершается. Я не исключаю все же ваши сигнификации. Кто-то из вас именно сейчас и думает, как это бы мне так вот рассортировать всю эту кучу каких-то непонятных дел. Потому что, может быть, понятно, их один-два, да, вот какие-то задачи, которые у вас сейчас перед вами стоят. Ну, к примеру, жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Поэтому по жезлам часто бывает такая интересная история, которая увязана с финансами, нравится нам это или нет. И вот здесь вот что-то меняется. Возможно, это вас, знаете, как экзамен жизни. Так сейчас подвела судьба к какому-то итогу. И как будто говорит, вот тебе вот нужно сейчас именно изменить себя. Иначе так на лад дело не пойдет. Это будет бесконечная путаница, потеря времени. И самое главное, фортуна, когда выпадает, вот вы сейчас везунчик, можно сказать, и так. Кто-то скажет, вот ты о чем говоришь, Женя? Никакого у меня везения нет. У меня вот как раз какая-то рутина, многозадачность, куча каких-то дел. Ну тогда, мои дорогие, вам точно надо сейчас как бы притормозить. Пусть это притормозить на полчаса. И проанализировать, написать, может быть, себе. Чем вы занимаетесь? Или о чем вы думаете, когда вам кажется, вы ни о чем не думаете? Вот, кстати, очень важная подсказка. Психологическая. И мы с вами будем рассматривать выпавшие карты, их значения с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Ну и, конечно, попутно скажу, что наш расклад подойдет как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Неважно, какой возраст все девочки, поэтому просто мужчину перекладывайте на себя. Так вот, именно теперь нужно какой-то, может быть, провести такое разграничение. Вопросы ваши, вопросы чужие. Ваше участие и, в принципе, тут же следующий вопрос, а насколько это важно вам. У вас сейчас, как на повестке дня, может быть, или не только дня, а последних дней, недель, стоят еще и какие-то отношения, которые в целом вам понятны. Возможно, это будет связано с кем-то из людей, которых вы хорошо знаете. Возможно, это ваши близкие. У кого-то это стоят на повестке дня вопросы любви, пары, встречи, контактов или будем продолжать отношения или нет. К чему идут наши отношения, ну тут вот тоже что-то непонятно. Кстати, у кого-то мог возникнуть конфликт вот именно со своим партнером. Вот я включаю даже партнеры по браку. Или пусть это был, ну, друг, подруга, те отношения, которые длятся тоже долго, скорее всего, две карты о том, что тут годами что-то длится. Но, может быть, это недопонимание, которое, к примеру,
могло возникнуть именно потому, что ваш союзник или вот тот человек, который вам близок, да, он не согласен, в принципе, с вашим участием, может быть, или углублением. Вопросы детей, вопросы там какие-то еще с вашей семьей, родственниками, вот с чем-то с таким связаны. Вот у кого-то могло быть такое противоречие. И, может быть, это не просто несогласие, а когда нашла коса на камень именно из-за этого. Но, тем не менее, нам как будто ведь это карта будущего, вот удивительно. Да и колесо фортуны. Это не совсем про прошлое, а мы смотрим сигнификацию, которая подразумевает и именно какую-то прошлую историю. Нам тут одной картой все сказали. Да ты во что-то тут включилась или включился. И это тебе вообще, ну, будем говорить, если 7 жезлов, как будто один только жезл нам нужен. А вот эти 6 это нужно кому-то. Как решение каких-то дел, задач, вопросов. Вы знаете, вы буквально распыляете свое внимание. Но самое главное не внимание, а понимаете, как ваше время, энергию, силы, знания. Вы то и дело тиражируете куда-то, но не на пользу себе. Тут нужно именно собраться как воедино и именно, может быть, даже себе установить какой-то график. Вот буквально, может быть, жизненный цикл, ритм, график труда и отдыха, вот, кстати. Потому что очень часто по 7 жезлов мы в итоге как обесточенные. А у вас сейчас будущее на пороге. Причем колесо фортуны говорит, что да, тебя жизнь подводит к этому итогу, потому что у тебя сейчас, возможно, это точно. У вас что-то будет решаться. И причем решаться будет не совсем так, как вы это предполагали. 20-й старший аркан. Нам вообще говорит, да не оглядывайся ты назад. Тебе отсюда полный вперед. Вот знаете, как будто неважно, какие там у вас были разочарования, неважно, какие минусы у вас в вашей жизни. Вот сейчас у вас, вот буквально, вы пока можете этого не видеть. Первая карта как раз нам говорит о человеке, который, может быть, и света белого не видит, потому что включился в решение некоторых задач. Вот такое будущее, а будущее уже вот оно на пороге. И значит, совсем скоро либо вы получите какое-то известие, вам могут предложить встретиться. Может быть, это потребует от вас подготовки каких-то документов. Все-таки фортуна тут самые разные. Могут включать в себя как сферу жизни вопросы или действия, которые вы будете все-таки тут действия, именно и действовать, как будто придется. Карта и говорит, ты тут смотри, не упусти вот эту фортуну, потому что ты уже тут в какой-то рутине, именно рутине находишься. Но для тебя-то сейчас вот-вот будут решаться такие важные вопросы с прицелом не просто на ближайшее будущее, а по 20-му старшему аркану еще и на далекое будущее. Вот нам показан такой добрый, ответственный человек, который с головой ушел в чужие проблемы. Что еще вас расскажут карты? Возможно, вы сейчас себя пытаетесь сохранять. Пытаетесь сохранять вот как раз от этой многозадачности или где-то пытаетесь уже сейчас проанализировать, кому вы можете доверять, а кому нет. Наверное, не случайно. Вот останутся смотреть этот расклад только те, кто именно где-то уже об этом думал. Почему в моей жизни какой-то дежавю повторяется? Или почему вот постоянно какая-то, пусть даже истории разные, но концепция всех этих историй, она как будто одинаковая. Напоминает какую-то одну структуру или как одну собственную организацию жизни. И вот, может быть, для вас сейчас следует отделить то наносное ненужное, и, может быть, да, что то, что будет для вас свидетельствовать, знаете, чего бы вы хотели, или какие-то ваши желания. Но всегда 7 кубков говорит, тут ведь и не совсем реалистичные могут проходить желания. Да, это искреннее желание. Это где-то, знаете, как дыхание весны и одновременно веяние нашей где-то судьбы, которая сопряжена именно с тем желанием, когда мы хотели что-то осуществить светлое, доброе. Но вот все равно распылять нельзя, потому что, опять же, вот я больше вижу 2 карты, которые, пусть мы называем 5 жезлов, информационного хаоса. Может быть, и вы сейчас пытаетесь кучу информации перелопатить, найти достоверную информацию. Но я также не исключаю, что в вашем окружении есть люди, но абсолютно ненадежные. Увы, по 5 жезлов иногда проходят те люди, которым с вами интересно. И, может быть, вот в вашей жизни есть сейчас уже те люди, когда, знаете, вот вы-то что-то сделали хорошее.
Вы кому-то помогли, и все, и о вас забыли. И вы уже где-то проводите аналогию, что ага, если мне сейчас кто-то звонит, так и знай, что-то от меня нужно. Вот, кстати, задумайтесь, если, может быть, вы этого и не замечали, но если так вот поразмышлять, вы придете к выводу, а ведь и правда, насколько откликаетесь вы и конкретный человек, которому вы помогали, откликается в той же мере вам. А может быть, это игра в одни ворота, мои дорогие. Вот тут нужно избавиться от всех иллюзий. Возможно, вот четверка пентаклей, вам себя нужно уже сохранять. Оно тогда логично и понятно. И вот смотрите, вот буквально, может быть, кто-то уже получил важную новость. Или вы будете принимать какое-то важное решение. У кого-то это может быть звонок, телефонный разговор, какая-то услышанная фраза. Или это вот-вот произошло, или будьте готовы, день-другой это где-то будет происходить в вашей жизни. Я могу предположить, что есть тот человек, для кого-то так проиграется, с которым тоже были непонятные взаимоотношения, и вполне вероятно, либо это будет предложение с его стороны, либо это будет какая-то весть. Так или иначе, это окажет влияние на вашу судьбу и на вашу жизнь. Возможно, вы тут что-то захотите изменить. Или где-то почувствуете, что, ну вот, наверное, какая-то тягостная ситуация вроде тянется к концу. Или пусть еще пока тянется, хотя по тузу жезлов, это, знаете, то известие, которое, или какое-то событие, которое нашу жизнь делит на период до и после. Но это же не происходит за один момент. И вот смотрите, вы, скорее всего, все же с какого-то известия, как будто поймете, нет. Вот сейчас у меня свой личный путь. Вот именно сейчас я буду поступать как-то по-своему. С чем это связано или какая сфера жизни? Подведение итогов. Я бы сказала по десятке мечей, как говорит Колет Барон Рид, известный таролог, психолог с огромным стажем. Она так вот очень грамотно и психологически верно называет эту карту изящное завершение. Вот вы что-то будете, может быть, вы уже завершаете. Вполне вероятно, у кого-то это может быть вопросы, связанные с близкими. Может быть, это даже ваше участие в жизни детей, может быть, взрослых детей. По пажам иногда такое тоже бывает. Или когда, может быть, и не такой взрослый человек, но, может быть, как чрезмерная опека. Ну, давайте будем реалистами, такое тоже, увы, бывает. Мы все обожаем наших детей, да, у кого вот есть дети, если это именно совпадает с детским вопросом. И неважно, какого возраста наше чадо, мы всегда за него будем переживать. И пусть даже уже мы станем с вами бабушки, дедушки, а все равно мы будем переживать. А потом начнем переживать за внуков. Поверьте, вот это такая цикличность, никуда ты от нее не уйдешь. Но, наверное, мудрость, глаз мудрости, вот он где-то присутствует в вас, потому что вы сами понимаете, ну да, перестаралась я, может быть, вот где-то так, именно перестаралась. Как-то нужно рационально сейчас соотнести свое участие, может быть, в жизни ближайшего окружения, а может быть и с конкретным человеком. Я, кстати, не исключаю, кто-то из вас надумал, может быть, новый план, именно по той новости, которая либо вы недавно получили, или вы ее получите. Почему новый план? Потому что вполне вероятно, с тузом жезлов может приходить такая информация, которая даже в средствах массовой информации. Это что-то неожиданное. Когда, знаете, пазл долгое время в нашей голове не сложился, а вот здесь, скорее всего, сойдется. Вполне вероятно, поэтому и карты где-то вас подготавливают к тому, что будьте готовы на самом деле. Карты хотят предупредить, что совсем скоро тебе придется принимать как и важное решение, так и действовать, именно действовать, а не находиться уже в режиме ожидания. И это событие, которое ты узнаешь, услышишь, скорее всего, тебя изменит. Изменит отношение к чему-либо или к кому-либо, или вот эти две ипостаси будут соединены между собой. Будьте к этому готовы. У кого-то это могут быть даже некоторые вопросы, которые связаны с юриспруденцией, с законом, с чиновниками, может быть, с оформлением, и не только бумаг,
а может быть оформление отношений, оформление недвижимости, оформление по работе. Тут, наверное, с учетом короля мечей может быть все что угодно. Ведь узкие специалисты тоже идут. И мы тут можем да все что угодно делать тоже, хоть начиная от ремонта до дома, когда мы вызываем узких специалистов, чтобы навел нам порядок, причем так, как это должно. Ну, сантехников или, может быть, электриков или других специалистов иногда идут врачи. Когда мы тоже вынуждены заниматься, быть может, сами собой, нам нужно разобраться, ведь это всегда эксперт. Это тот человек, который нам помогает увидеть то, что есть на самом деле. Не то, что мы там где-то представляли, догадывались. Нет, вот у вас должна быть какая-то четкая параллель между тем, в очередной раз повторяюсь, что мы, может быть, планировали, или к чему мы привыкли, уже считаем, что так оно должно быть, оно так и нормально вроде как для нас. Но вот нас как какая-то у вас, как поворот судьбы. Вот все то, что в вашей жизни происходило, это не случайно, потому что именно нужно увидеть основная задача, наверное, какую-то реальность, потому что именно реальность сейчас вот-вот будет меняться. И вы можете это предчувствовать. Но предчувствия, они у вас такие, знаете, очень робкие, потому что вам окончательно увидеть что-то или начать, вот, может быть, составлять разного рода планы, план А, план Б, план С, пока еще именно мешает какая-то рутина. Ну вот кому подходит такая сигнификация, остаемся, смотрим дальше, мои дорогие. И я соберу эти карты. Так что же за ваше будущее? Что вам хотят передать карты, какую информацию? У нас вообще был с вами запрос такой, как решится ваш вопрос, ваша проблема, ваша наболевшая тема. Вот поэтому давайте, наверное, пойдем по ситуации. Мы зададим основной вопрос, как же именно решится ваша проблема, ваша тема, то, что вам покоя не дает. А дальше будем видеть, что нам выпадет. А вы знаете, тем не менее, решится. Но решится только в одном условии, при одном, точнее, условии. И если мы уже об этом с вами сказали, смотрите, карта праздника и шестерка пентаклей. Здесь, правда, у кого-то будет именно финансовая история, когда нужно деньги, они нужны вам, и вам их нужно сохранить. Вы получите деньги, или для кого-то из вас это может быть такой своеобразный прорыв в работе, в творчестве, когда этих денег может быть больше. Но тогда с тройкой кубков тут же появляются те люди, которые хотят присоседиться к вашему успеху. Трое на одной карте и трое на другой, но шестерка пентаклей однозначно говорит, сейчас тебе помогают высшие силы. Это, как знаете, такой вселенский баланс по этой карте, ну или мы называем помощь высших сил именно в этой карте. Но эта карта не подразумевает, что мы тиражируем финансы собственные, даем кому-то в долг или до бесконечности доброту проявляем по отношению к кому-то. Тут своего рода экзамен вам такой предстоит совершить, когда, возможно, вам кому-то придется сказать «нет». Потому что, ну, есть же такое значение, третий лишний. Может быть, у вас сейчас будет именно вы сами, точно карта подтверждает, как решится ваша проблема. И я тут могу сказать двояко, проблема решится. У кого-то она может решиться именно потому, что, к примеру, если недвижимость, да, но, может быть, придется достигнуть какого-то компромисса по цене, если вы продаете, покупаете, да, то есть к компромиссу нужно быть готовым, может быть, договариваться все-таки придется. Для кого-то из вас это прорыв, как, в хорошем смысле, в вашем творчестве, когда именно как высшие силы вам помогают заработать деньги. Где-то карта будет говорить, что тебе придется, может быть, заняться собой, своим имиджем, несколько даже отдохнуть, мои дорогие, привести и мысли в порядок, и тело в порядок. Но это можно будет сделать только в одном случае. И если вы опять себя не загрузите какой-то массой мелких дел, вопросов. Да, с вами все будут добры, с вами рады будут общаться, видеться, но это очень кратковременная карта. Итак, как решится ваш вопрос? Вам будут буквально высшие силы помогать для того, чтобы продвинуть какой-то свой проект и таки решить этот вопрос. Более того, для кого-то совершить переезд, для кого-то, может быть, эта ситуация, это карта заслуженного успеха, и она будет говорить о том, что
высшие силы помогают, но опять же, это в одностороннем порядке. Может быть, чтобы вы куда-то отправились, съездили, в каком-то месте оказались и увидели что-то либо своими глазами, либо совершили какой-то важный диалог. По сути дела, на кону ваш успех, мои дорогие. Это тоже колесо фортуны, которое вам выпало на сигнификацию. Но ведь тут от действий наших зависит. И, мои дорогие, от мужества. Мужества явно будет больше. Впереди две финансовые карты, если вы сумеете за, может быть, даже короткий срок стабилизировать свою финансовую ситуацию. А для этого у вас будут возможности. Для чего это имеет смысл? Ну, тут прямо у нас в одном ряду на далекое будущее все рассказывают. Потому что по аркану звезда, я часто говорю, это как лет на 10-20. Потому как, знаете, в колоде Таро две карты, которые четко обозначают время. И карта Солнца, например, это выбор правильного направления 6-8 месяцев, а карта Звезда – это тоже выбор правильного направления, но десятилетия. Вот у вас, может быть, в ближайшие дни, недели, месяцы, ну, месяца даже 2-3, будет решаться вопрос именно о далеком будущем, о далеких перспективах, которые не совсем на год. Но как же решится ваш вопрос? И вы знаете, от того, какое решение, опять же, выпадает аркан Отшельник, все зависит от тебя. Или ты останешься в том статусе, в котором ты был или была. Или тут будут какие-то предпосылки, да. Тут ведь, знаете, когда выпадает шестерка мечей, всегда, ну, так страшновато бывает. Потому что, по сути дела, мы как должны покинуть какое-то прежнее место. Или мы должны, может быть, это связано с работой, видоизменить взгляд на работу и видоизменить, может быть, свой статус даже где-то через финансы, когда мы понимаем, ну вот, к примеру, я буду делать карьеру, да, а это от вас потребует изменить имидж, раз, пройти какие-то еще курсы, два, то есть это вообще другой ритм жизни нам предстоит, на него тоже нужно решиться. Но для кого-то, может быть, с переездом или какой-то поездкой, или пусть это когда мы вторичный какой-то доход ищем, к примеру, да, и, значит, рассматриваем, ну, как вариант обучения. Может быть, по этой карте иногда работать из любой точки мира, по сути дела, на дому, или где вы находитесь, там и работа вместе с вами находится. Но для кого-то, мои дорогие, вот очень емкий у нас получается с вами расклад. Это будет важная встреча с конкретным человеком, и это может касаться личной жизни. Но, тем не менее, ваш вопрос решится. Я бы даже сказала, вы знаете, тут, по сути дела, он уже решен. Может быть, вам нужно просто то, с чем ваша душа не соглашается пока. Вам нужно, может быть, отчасти это принять. И с учетом шестерки мечей, я такое не исключаю, как будто, ну вот на сегодняшний момент рационально так продумать. Вот вы можете как-то кардинально изменить обстановку? Или что послужило предпосылкой, да? Почему создалась эта ситуация? Возможно, наоборот, кому-то из вас нужно именно уйти от того места, где вы находитесь, или как-то, знаете, профильтровать свое окружение, словно себя переместить в другое пространство, может быть, даже и не на долгое время. И, знаете, большое видится на расстоянии. Поэтому тут можно быть такая ситуация, когда нужно быть готовым то, что мы реально не можем изменить, ну просто как будто отпустить. Вот я такого не исключаю. Хорошо, что нам еще о вас расскажут карты? Как видят карты ваше будущее? Но вопрос ваш явно, вот как я уже подробно, мне кажется, рассказала, извините. Поэтому вот будьте готовы к тому, что, по сути дела, если вы уже в шаге как бы от победы, да, или ближайшее будущее с новостью, с какими-то событиями, оно как откроет вам на что-то глаза. Либо это, вот как я сказала, отпустить, оставить, либо тут будет какой-то фактор, тут когда все равно, тем не менее, вам нужно быть гибче, потому что все же какой-то компромисс, он предусматривается. Собственно, по шестерке мечей тут тоже мы договариваемся. Но если ваше будущее, вот смотрите, двойка мечей, в последующем вы встанете перед каким-то выбором, который будет сделать совсем непросто. И этот выбор будет связан с тем, что придут какие-то неожиданности.
Возможно, это неожиданное появление конкретного человека, или вы можете даже столкнуться, опять же, даже с каким-то человеком, или когда у вас состоится важная беседа, может быть, вот вы поедете для того, чтобы, или встреча какая-то у вас состоится, и человек вам может сказать что-то такое, что вас может расстроить, будьте к этому готовы. Вы можете себе сказать: ну надо же, я вот так надеялся, надеялась, а тут опять какое-то дежавю, все то же самое. Но для кого-то из вас это и будет означать какой-то важный выбор, после которого открывается как совершенно другое будущее, совершенно новые перспективы. И вот вам на это нужно будет решиться. У вас еще не все выборы вы сделали в своей жизни, поверьте. Двойка мечей и рыцарь жезлов как раз и говорит о том, что мы ведь находимся во власти собственных предубеждений. По нашему мнению, что-то верно, а что-то ни в какие ворота не лезет, да? А вот вам даже взгляды придется поменять. И это тоже будет означать для вас, как, знаете, свежее дыхание или новая какая-то возможность. Вы можете столкнуться как с предложением, или пусть это вас что-то заинтересует. Опять же, Паш Пентаклей всегда ведь это как шанс. Вот тут вот шанс, возможность, которая, да, один как бы пентакль. Еще нет пока гарантий, мои дорогие. Но есть то, что вас завораживает, то, что вам в новинку, и то, что вам очень нравится. Это точно. Но это нужно продолжать, потому что именно в этом будет ваша стабильность. Или, может быть, это для кого-то из вас окончательное решение по части вопросов, жилья, бизнеса, или, может быть, вашего какого-то творчества. Вы знаете, тут может появиться неожиданная новость, которая вообще изменит вашу жизнь не только по части работы и финансов, а для кого-то из вас изменит вашу личную жизнь. И правда, для кого-то из вас это будет связано даже с какой-то поездкой, не обязательно далеко. Может быть, это, вот знаете, как один какой-то пункт в нашей жизни, когда мы и сами говорим себе: о, Эврика. Но, наверное, вот такая подготовка, пусть внутренняя, она для вас необходима, чтобы вы не упустили этот самый шанс или эту самую возможность. Какое ваше будущее еще нам предскажут карты? Ну, у нас на сегодняшний день выпадает две персоны, персональные карты: королева жезлов и король мечей. Ну, по полу карту мы не рассматриваем, может быть, правда, один человек, это может быть и вы, и кто-то из, может быть, ваших близких, а может быть, это та персона, как руководитель, начальник, какая-то инстанция, официальное лицо, или это напрямую какое-то, как партнерство будет, да? И один из вас может находиться под знаком зодиака стихии Земли, а другой может находиться под знаком зодиака стихии воздуха или асцендент. Ну, конечно, в общем раскладе мы не привязываемся именно к астрологическим значениям, которые передают иногда карты Таро. Мы возьмем шире, поэтому для кого-то вот все то, что я сказала, как какой-то шанс. Дальше у нас идет королева Пентаклей. Это все же эта карта стабильного человека. Это тот стабильный человек, который умеет трудиться, умеет зарабатывать, умеет создавать уют дома. Тот, который часто ведь эта карта как вот именно семейная, да, или супруг. Супруги тут скорее, поскольку королева. Может быть, это будет именно личная история, которая будет сопряжена с юридическими оформлениями или с финансовыми оформлениями, взятием обязательств, или, может быть, место вашего проживания, но тоже тогда как будто юридически, если это не человек. И, может быть, вот то, что вы узнаете, кстати, вот тут где-то карты подсказывают, почему вы окажетесь на выборе. А потому что вот именно эта новость, неожиданная новость, я сказала, вам тут может что-то не понравиться, рядом пятерка кубков. И это, знаете, вот действительно мы сожалеем и говорим: ну вот опять какое-то дежавю. Почему я согласился или согласилась? Ну просто будьте к этому готовы. Потому что нам сказали: нет, это вот такой своеобразный экзамен, тебе еще придется это пройти. Поэтому ну просто будь готов или будь готова. Может быть, не все так однозначно, мои дорогие. И по королю мечей это будет, ну, наверное, такой очень важный пункт вашей жизни – когда, может быть, как спадут иллюзии, или когда вы поймете, что, ну, есть определенные рамки, в
которых вам будет необходимо действовать. Но если мы говорим эмоциональный фон, я не могу сказать, что вы прямо там будете восторгаться чем-то. Нет. Вам как будто нужно научиться, вот смотрите, карта Верховная Жрица, а здесь как раз это 8 мечей, карта искаженного восприятия. Верховная Жрица – это та, которая хранит тайну о себе, та, которая задумала свой план, но никому не афиширует. А почему? А потому что она вынуждена себя сохранять. Вот у вас может создаться точно какая-то ситуация, когда вы даже можете вроде бы, да, все пошло хорошо, да, но вся наша жизнь, наверное, циклична. Но потом может быть какая-то вот такая заминка. Или поведение конкретного человека. Или когда вы узнаете по закону вот что-то, как вы рассчитывали, может быть, вышли какие-то подзаконные акты. Раньше можно было это осуществить, а потом нельзя. Ну вот на будущее, мы ведь смотрим на будущее, будьте к этому готовы. Но вы можете точно так же, могут быть такие сомнения, что что-то у вас как и не получилось, так вы еще можете начать сомневаться в каком-то человеке. И с чем это для вас связано? Но правда, тут становление идет ваше, смотрите, карта сила. Аркан силы – это время вашей силы, мои дорогие. Но пусть энергетика как у мага, и мы говорим, магами не рождаются, становятся. Но я должна сказать, это карта критического мышления. И может быть, вот начиная с сигнификации, у вас ведь 7 жезлов, и мы говорили, включаетесь вы быстро в какие-то вопросы. Может быть, для вас именно экзамен этот означает, когда нужно свои приоритеты ставить на первое место. И я не имею в виду какую-то гордыню, пафос или, знаете, такую вот настойчивость какую-то жесткую. Нет. Тут часто нам приходится, ну, где-то так уходить красиво от каких-то тем, не вовлекаться. То есть вот этому стоит научиться. И, может быть, не быть где-то безапелляционным, потому что вам, тем не менее, что-то нельзя упустить, и в то же время придется вам какую-то траекторию проделать в таких условиях или пройти, да? Пусть это у кого-то действительно проделать как объем работы или объем каких-то дел, согласований. Но а кому-то это будет дистанция по времени, когда вам придется адаптироваться к новым условиям. Будьте к этому готовы. Но таким образом нарастает ваша сила. Каково ваше будущее? Ну, теперь понятно, почему аркан императрица. Императрица, которая следует за арканом сила. И не случайно, наверное, выпадала королева Пентаклей по этой карте. Я говорила, что это часто близкие проходят. А императрица – это та, которая умеет, как хранительница домашнего очага. Да, по этой карте тоже есть такое значение, когда она выпадает. Надейся сам на себя. И, может быть, и вам придется рассчитывать на самого себя или на саму себя. Но тут может так вопрос стать, что для вас и выбор совпадет, и вроде бы и шанс есть, но все как-то сложно. Но одновременно, несмотря на сложности, может быть, даже на чьи-то чужие хитрики, вот я этого тоже не исключаю, а тем не менее, вам как будто нужно воспользоваться каким-то моментом, воспользоваться какой-то возможностью, которая поначалу, в общем-то, ничего не гарантирует. Может быть, пройти вот этот сложный путь, как по 6 мечей, когда потребуется мужество, потому что нам вот эту траекторию никто как бы не обозначил определенными знаками. И что там нас ждет за поворотом, мы не знаем ни разу. Вот вам придется на что-то решиться, мои дорогие. И это действительно решение, оно не будет для вас очень простым. Давайте еще узнаем ваше будущее. Как карты видят ваше будущее. Но вообще хочется задать вопрос, а к чему же это все идет? Хотя по аркану императрицы нам уже сказали, что для кого-то будет решаться очень много вопросов. И, в принципе, все карты с первых даже сигнификаций нам сразу сказали, что, может быть, это вы сейчас видите одну проблему или тему, которую вы хотите решить, а на самом деле это что-то более емкое. Ну, давайте спросим, так вот, к чему это все идет? Что вас ждет дальше? В конечном итоге, смотрите, аркан мир. И я, безусловно, надеюсь, что на нашей планете Земля воцарится мир, или, по крайней мере, до конца 2026 года. Но вот сама Вселенная будет подталкивать, может быть, сильных мира всего к
к таким более дипломатичным решениям или к тому, чтобы, ну, больше было мира, спокойствия, не только в наших домах, в нашей душе, но и вот в целом, да, когда у нас не было закрытых границ или не было у нас каких-то сковывающих моментов, когда мы не можем что-то осуществить, может быть, когда документы не позволяют, законы не позволяют, или когда занятость вот именно другими темами, делами нам тоже не позволяет. Для кого-то из вас все же это действительно карта пространства, и поэтому это может быть связано с перемещением. Но для кого-то из вас это, знаете, как открытые врата. Не просто вот в мир, а в какой-то еще и новый проект. По пажу Пентаклей это как к чему-то новому все идет. Точно, посмотрите, новый жизненный этап, нулевой аркан. Тут нельзя сглупить, безусловно, но эта карта приносит, знаете, как жизненные силы, вдохновение, оптимизм, мои дорогие, два пажа. Вот, наверное, не случайно. Пусть и выбор сложный, пусть и такие карты тоже, ну, разные, но есть вот тот момент, когда нас что-то, вот как понимаете, мы с чем-то не согласны. Я уже об этом долго говорила, не повторяюсь. Но, видимо, и такую стезю нужно пройти, потому что переменные, которые потом последуют, много новизны принесут в вашу жизнь. Новизна, как новости сами по себе или вестники, пажи идут. Но между ними еще и нулевой аркан, который говорит о новом жизненном этапе. И очень символично. В колоде Таро 21 старший аркан. И у нас последний аркан мир 21 и нулевой, который говорит, что завершение и начало нового цикла. Вот каково ваше будущее. Неплохо бы было, знаете, вам, но это мы на далекое будущее, и нам говорят, перед тем, как ты включишься в какую-то тему заработков, или когда ты, может быть, будешь даже искать где-то работу. Или работа у вас есть, может быть, работаете вы сами на себя по восьмерке Пентаклей. Это всегда профессионал. Может быть, и вы профессионал в своем деле, вот чем вы занимаетесь. Но, может быть, кому-то придется видоизменить свою профессию. Или, может быть, сама занятость по вашей профессии, она ведь тоже плюс-минус может отличаться. Кто-то будет напрямую строить карьеру, а кто-то, может быть, обустраивать свое жилище, обустраивать вообще, в принципе, стабилизировать свою жизнь. И вот прежде чем мы включимся в какую-то рутину, которая будет нужна именно вам и потребует от вас много работы, приложение множества усилий, может быть, где-то в себя придется и сдерживать, то тут неплохо было бы отдохнуть и причем привести мысли в порядок. Интересный у нас расклад. Давайте я достану вот на ближайшее время, какой совет дадут вам карты. Ничего не бойся. Карта внутренних страхов и опять же сомнений. Тебе ничего не мешает. Ну вот какой ответ. Какое начало, такой и ответ. Девятка мечей — это всегда карта того, чего уже в реальной жизни нет. Но мы себе надумали. Вот это искаженное восприятие, как девушка, которая, посмотрите, исписанный дневник. Она находилась в какой-то темной мрачной комнате, она даже не выглядывала в окно и не видела, что уже солнце как будто встает на горизонте, восход. Мы привыкли думать как-то определенным образом, привыкли, может быть, жить по какому-то шаблону. А следующая карта у нас колесо фортуны. Пройди событиями той истории судьбы, вот именно твоей личной, которая будет развиваться. Иными словами, пройди по ситуации. Потому что сейчас то, что будет меняться, это не просто так. И те люди, которые будут появляться в своей жизни, они тоже не случайны. У тебя будет вот именно буквально в ближайшее время то, что тебе нужно отпустить. Мы уже с вами об этом говорили. Потому что максимально, как, во-первых, я могу сказать, где-то с 13-м арканом эти страхи, сомнения, они тоже будут сходить на нет. Почему? Потому что колесо фортуны многое меняет. И меняет и ваше мировоззрение, взгляды на людей, на жизнь, на какие-то ваши приоритеты. Но и вам самим, видимо, как работа над собой, она тоже потребуется. Потому что тут все в нашей жизни меняется. И, возможно, то, что для вас. И вот опять же, да, посмотрите. Может быть, вам предстоит какая-то очень важная встреча. И, может быть, даже та встреча, которую вы не планировали. Может быть, это будет тот человек, с которым вы прежде расстались, мои дорогие. А вам придется, будьте готовы,
по крайней мере, какие-то контакты с этим человеком иметь, потому что я тоже не исключаю, в этом будет ваша фортуна. Воспользоваться тем шансом, может быть, даже как единственным шансом, хотя наша душа может нам давать разные подсказки и говорить о том, что, ну, в принципе, как бы не хочется этим заниматься. Или мы именно очень чего-то хотим другого, или мы не верим кому-то. Вот я могу допустить, что кому-то из вас придется именно важный диалог с человеком провести или куда-то даже поехать, именно потому, чтобы спала какая-то пелена с глаз. Или вам окончательно было ясно, каким образом развиваются отношения. Или, к примеру, каким образом могут быть перспективы на работе. Или какого рода переезд вы можете совершить. Есть здесь, вот давайте в целом скажем, есть какое-то контактное лицо, и ваши где-то эмоциональные помыслы или эмоциональный фон, он в данном случае не имеет значения. Наверное, примите тот факт, что ведь и правда вам придется пересмотреть многие свои жизненные постулаты и отказаться неизбежно тоже. Потому что это, ну, наверное, вот это точно. Как совсем скоро, кто открыл мое видео, 26 апреля, у нас две планеты трансформации, Уран и Плутон, окажутся в знаках зодиака стихии воздуха. И запускается долгий механизм перемен аж с заходом на 2033 год. И неважно, когда вы открыли это видео, может быть, кто-то годы спустя открыл. Поверьте, значит, вот так вот судьбоносно вы его открыли. Нам весь расклад говорят о переменах. Причем таких, знаете, не монофазных, а когда в несколько заходов вот так меняется ваша жизнь. И, видимо, именно это на будущее вам хотели бы сказать, как и карты, так и высшие силы. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии, за вашу помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.